По пути в торговый центр Припяти мы можем наткнуться на мертвых корпусовцев. Они разбросаны в разных локациях этого города. Что примечательно, у них всегда какое-то классное оружие. То М700 Супер, то Винтарь ВС. Правда, в плохом состоянии. Но ничего страшного, оружие можно починить у техника. Лужи крови у их тел намекают на работу снайперов Монолита. Вероятнее всего, это и было причиной их смерти. Рядом с корпусовцами находится первый тайник в мини-сейфе, рядом с торговым центром. В нем не будет ничего такого особенного, но в этих выпусках мы обыскиваем локации полностью, максимально обыскивая каждый тайник. Поэтому, конечно же, этот тайник тоже лутаем. Вообще скажу честно, что делать монтаж таких локаций всегда трудно, они очень массивные. Торговый центр имеет несколько уровней, подземный, наземный, а также крышу. Каждый из них мы можем посетить. И когда ты обыскиваешь такие локации впервые, ты не знаешь, куда нужно и в какой последовательности ходить. Так, для того, чтобы открыть запертую дверь в подвале торгового центра, мне нужно было идти сначала в другой коридор, не тот, который я пошел изначально. Но это я уже понял потом. Рядом с торговым центром есть ресторан, он полностью обгоревший, там куча жарок. И там мы можем найти огненный артефакт. Я не думаю, что это будет какой-то редкий артефакт. Впрочем, в игре рандом, что касается артефактов, поэтому может выпасть любой. В моем случае это была мертвая губка, она дает среднее сопротивление кровотечению. Впрочем, особых проблем с кровотечением во втором сталкере-то и нету, потому что тут дофига бинтов, у меня их там было под 100 штук регулярно. Просто часть бинтов я скидывал в ящик, ну, чтобы не таскать лишний вес. Тогда еще странной воды у меня не было, вот как-то не задумывался об этом артефакте. Но такая ситуация, и поэтому такой средний артефакт чисто на продажу. Начинаем спускаться в торговый центр Припяти через паркинг, или вот этот подземный участок, не знаю, как его правильно назвать. И видим запертую дверь. Нам нужно будет в будущем ее открыть. И тут прямо в этом подземном паркинге на стеллажах будет чутка медицины, в том числе в ящике с медикаментами. И чутка патронов в таком же ящике с патронами. Но главное, что мы тут должны забрать, это ключ, который будет лежать на деревянном столе. Он обязательно пригодится. И тут, чтобы облегчить жизнь, нужно идти не в тот коридор, в который я пойду дальше, а тот, что рядом. И открывать там красные двери. Таким образом вы быстрее обыщете тайник, а полтергейст, который находится за запертой дверью, не будет вас атаковать предметами. Потому что у него такая способность, что он может достать вас даже на крыше. Даже там я испытывал проблемы. Хотя сам полтергейст находился за запертой дверью. Но это вот абсолютно тупой ход от разработчиков. Один из самых кринжевых моментов вообще в игре. Я не знаю, зачем они его туда добавили. И я не знаю, в патчах исправили это недоразумение или нет. Но вот такая ситуация в торговом центре. Но я пошел через другой коридор, и там для начала можем разбить деревянный ящик, там будет чутка еды. Но это если она вам нужна, потому что ее и так хватает. Стеллажи дальше выглядят заманчивее, хотя бы то потому, что там находятся патроны и еще аптечка. Разворачиваемся и проходим мимо запертой двери, за которой двигается аномалия Тесла. Эту дверь обязательно нужно открыть, там находится один из самых жирных тайников в игре. За этой дверью находится РПГ с 3 зарядами и 2 тайника, а также склад еды, куча деревянных ящиков с едой. Тут опять-таки повторюсь, что нужно немножко по-другому посещать эту локацию, то есть идти в другой коридор, его полностью зачищать, проходить. И тогда вы сможете открыть эту дверь, которую я прошел быстро и без последствий. Пройдя мимо запертой двери, я наткнулся на еще один склад. Тут может быть барвинок, могут быть и геркулесы, тут уже рандом. Может даже попасться пси-блокада, я так думаю. Несколько экземпляров, ну и все возможные ящики с едой и патронами. То есть вот таким макаром мы можем пройти и набрать немного медицины, аптечек, противорадиационный препарат и также барвинки.
Теперь идем дальше и не спешим подниматься по лестнице. Тут классика сталкера. Сначала заходим вот в эту брешь под ней и находим второй тайник в рюкзаке. Обычный тайник рядом с декоративным трупом. Содержимое стандартное, стандартные патроны, ну вода и бинты, это такое, мелочь. Их тут и так достаточно. Опять же, не спешим подниматься по лестнице, заходим в другое ответвление коридора. И там будет вот такая комната с мыльным пузырем. Это новая аномалия, которая при кидании болта или выстреле вот разделяется на несколько таких мелких пузырьков. В этой комнате вы найдете детектор. В версии 1.0 там валялся детектор отклик. Неизвестно, рандом тут или не рандом, то есть как вообще случайным образом формируются эти детекторы или нет. Но в поздних версиях я здесь уже видел детектор медведь. Тут мы можем найти вот такой лифт, очень напомнило лабораторию X8, вот именно дизайн уровня. Если вы помните, там можно было по лифту наверх, на скрытый этаж подняться, тут нельзя. Тут по лифту можно только спуститься через брешь вниз. В крайней комнате этого ответвления коридора мы найдем мертвого монолитовца, ну или полуденца, но скорее всего это монолит, учитывая, что мы находимся в Припяти. Там на стульчике будет пара аптечек, а рядом с ним пара бинтов, то есть тоже немного медицины. Она нам еще пригодится, потому что здесь есть опасные враги. Вот, в принципе, я еще раз показываю, как это все выглядит. Мы возвращаемся с этой комнаты с мертвым монолитовцем и проходим мимо комнаты там, где есть детектор. Вот, и идем дальше, возвращаемся к лестнице. Чтобы облегчить задачу, можем подняться на один уровень выше и открыть запертую дверь. В торговом центре Припяти есть несколько запертых дверей, но все они идут на улицу. То есть, ну, это просто мы облегчаем обыск локации. Там, если у нас времени нету, то можем на несколько частей разбить обыск локации, но уже облегчив себе задачу, просто открыв все двери. То есть, заходя напрямую с улицы. Ну, это как вариант. Короткая пробежка через улицу приводит нас к еще одному стеллажу, но там валяется одна граната. В принципе, ни о чем. На улице кто-то разложил оконные профиля. Идем в главную часть наземного уровня торгового центра Припяти. Это, собственно, торговый зал, где велась торговля. Тут находятся различные прилавки с едой, сопутствующими товарами, ну и так далее. Здесь много деревянных ящиков с едой, есть алкоголь, пиво. Вот, то есть вот в основном такая продукция находится в этом зале. Но прежде чем его обыскать, скорее всего нам придется сразиться с Бюрером. Да, нам придется сразиться с ним в любом случае, чтобы пройти дальше. В некоторых вариантах прохождения Бюреров может быть несколько, например 2. По крайней мере так было в версии 1.0. Поэтому будьте готовы к этому. Там стандартного оружия по типу револьвера и сайги вполне достаточно. Единственное, отмечу, что я тогда еще не знал про вот эти особенности Бюрера. Лучше все-таки по нему не стрелять, когда он открывает магнитное поле, дождаться, когда оно спадет. И тогда всадить хорошенько с сайги или с СПСа, и все, Бюрер будет готов. Или забросать гранатами, но именно в тот момент, когда его магнитный щит спадет. Потому что, когда я обыскивал торговый центр Припять, это было давно, и я тогда еще вот не знал о таком моменте, и кучу амуниции на это спустил. Одолеваем Бюрера, и там прямо рядом с ним в шкафчике, вот, используя наклон, мы можем найти натовские патроны и гранаты. Бюрер охраняет довольно жирный участок торгового центра. Это его кухню. Кухня тут необычная. Во-первых, мы можем найти тут медицину, в том числе уже 3-й барвинок. А рядом с котелками завалялся обрез. Это вот такая ловушечка. Там, если пройти и не разрядить его вовремя, то он выстрелит в главного героя. И патроны к нему. Но самая главная находка здесь, конечно же, это увеличенный магазин для сайги. Он валялся тут в версии 1.0. В других версиях надо проверять, я не проверял.
Но помимо прочего не забываем обыскать кухонную печь, которая находится здесь. Тут мы найдем третий тайник в дорожной сумке. Она спрятана вот таким образом, что нужно просто воспользоваться наклоном, и тогда вы сможете обыскать тайник. Похоже на предыдущий тайник с патронами и гранатами, там тоже такой процесс обыска. На выходе можем забрать энергетик, который расположен у кровати. Увеличенный магазин для Сайги давал 13 патронов, насколько я помню, и в принципе превращал битву с мутантами в легкую прогулку. Ну, за исключением вот таких громоздких, как там псевдогиганты или химера. Такой же магазин мы можем найти на хлебзаводе в регионе Юпитер. У меня было видео про тайники хлебзавода, там тоже много таких интересных тайников неочевидных. Возвращаемся в торговый зал, и здесь в углу находим ящик с медикаментами. Мне вообще повезло, выпала научная аптечка и деревянный ящик с едой. Как я и говорил, повсюду здесь разбросана еда, но мой процесс ее лутания прервал еще один бюрер. Но мне повезло, так как рядом находились дружественные сталкеры, и они мне помогли, собственно, воевать с этим мутантом. Кстати, такая интересная фишка, не знаю как в других патчах, но в 1.0 у меня такое ощущение, чем чаще ты помогал сталкерам вот в рандомных перестрелках с мутантами, с врагами, там, с теми же бандитами, тем чаще они приходили тебе на помощь. Вот у меня такое вот впечатление сложилось. Может быть, это вот misinterpreting, так сказать. Я что-то недопонял, не так воспринял, но вот так. Но не спешим покидать торговый зал. За диваном находим четвертый тайник в торговом центре. Опять в дорожной сумке. Она будет расположена в укромном месте у окна. Тут можем открыть еще одну запертую дверь на улице. Теперь возвращаемся назад и проходим мимо туалетов. Там пусто. Вот я их обыскиваю, ничего ценного там нет. И по пути встречаем одного из сталкеров. Но они тут спавнятся рандомно, их может и не быть. Можно выдохнуть. Поднимаемся по лестнице теперь на самый верх, на крышу. Крыша — это важная часть торгового центра. Здесь находится тайник с увеличенным магазином для СВУ. Тут еще важно отметить, что на самой крыше и по пути к ней могут заспавниться кровососы. То есть основные враги в торговом центре — это полтергейст, которого вы увидите дальше, бюреры и кровососы. И вот именно наверху опасность представляет не только кровососы, но и полтергейст, который каким-то магическим образом, находясь на несколько уровней ниже в запертой комнате, способен швырять в нас предметы. Ну, либо это делают бюреры, неважно, но само обстоятельство, оно значительно усложняет нам жизнь. Потрібне укриття на Волинщині! Я тебе знайду!
версии 1.0 СВУ с увеличенным магазином, то есть снайперская винтовка с увеличенным магазином на 20 патронов, она была лучшим вот таким вариантом оружия ближнего боя. Уже потом с патчами добавили барабанный магазин для Сайги, не в финале игры, а ближе уже к Припяти, так сказать. И там уже 21 патрон, и, конечно, дело пошло веселее, и СВУ уже не надо. Но версия 1.0 именно СВУ с этим магазином, который находится на крыше торгового центра Припяти, вот эта винтовка являлась лучшей для кровососов и других мутантов. Возвращаемся в подземную часть, и вот именно так мы должны были проходить ее изначально. Идем в соседний со столом, где мы нашли ключ, коридор. Там будет несколько запертых красных дверей. Все эти двери открываются вот тем самым ключом, который мы подобрали со стола. И тут желательно открыть их все сразу, заблаговременно, потому что если вы откроете одну из нужных дверей, а про другие забудете, то потом не сможете их обыскать. Ключ потеряется, и почему-то магическим образом его уже не можно будет использовать в дальнейшем. Не за всеми запертыми дверями будет что-то интересное. Например, за одной из них мы можем найти чутка медицины, а вот за другой, кроме труб, ничего другого не будет. На одном из стеллажей в этом коридоре можно найти патроны, в основном пистолетного типа, там случайные патроны и вода. Тут нам нужно раздобыть синий ключ, который охраняет полтергейст, и он находится за одной из запертых красных дверей. Там будет две двери, вот когда вы вторую откроете в этом коридоре, то оттуда вылетит полтергейст. Одолев этого гадского полтергейста, который изрядно попил мне крови и на крыше, и в других частях торгового центра Припяти, теперь нам нужно вернуться на улицу, к той самой запертой двери у входа в этот паркинг, в эту подземную часть. Та дверь открывается как раз синим ключом, и нам важно к ней попасть, потому что именно за этой дверью находятся рубильники, которые подают питание в тоннель. И таким образом мы можем пройти к самому жирному тайнику в торговом центре Припять. Нам достаточно будет нажать крайний рычаг в этой запертой комнате для того, чтобы к тоннелю подалось электричество. И вы это сразу заметите, потому что как только покинете эту запертую комнату, то увидите аварийный сигнал. Такая мигающая красная лампочка у входа в эту подземную часть. Теперь бежим уже к той самой запертой двери, за которой летала Тесла. Про аномалию Теслы, я думаю, много рассказывать не нужно. Вы сами знаете, какая-то бесящая аномалия. Что даже отсутствие артефактов на поясе не всегда гарантирует тот факт, что она не будет к вам приставать. Потому что если вы находитесь рядом с Теслой, либо используете бег, то она тоже может среагировать на вас. Вообще, это абсолютно абсурдная аномалия. Я не знаю, как она действует во втором Сталкере. В предыдущих частях она была реализована гораздо лучше.
Вот даже если вспоминать там поезд с инструментами на Янове, ну как-то да, надо уворачиваться от нее, но она ж не летит прямо на тебя. А тут она как будто примагничивается. Конечно, опять она поставлена в самом неудобном месте, в запертой комнате, ну в ограниченном пространстве, под землей. Но это уже классика. Из-за этого обыск помещения значительно затрудняется, а тут действительно есть чем разжиться. Нам нужно сломать несколько деревянных ящиков, которые мешают нам, чтобы пройти за стеллажи, и там в углу комнаты увидеть декоративный труп. Рядом с ним будет валяться РПГ, 3 заряда к нему, патроны к пулемету и рюкзак, 6-й тайник в торговом центре. Содержимое рюкзака это чисто формальность, почему-то не получилось сделать у разрабов тайники как в Зове Припяти, поэтому для того, чтобы главный герой, игрок, знал, где находится там, например, оружие ценное, то рядом с ним спавнят рюкзаки, на которые дается наводка на карте. То есть игрок видит наводку на карте, что тут есть тайник. Сам тайник пустяковый, вот вы видите, там нашу энергет, аптечка и чуток патронов, ни о чем. Но зато рядом с этим тайником, прямо тут же рядом, ценное оружие, заряды к РПГ, ну, к нему уже, и патроны к пулемету. То есть вот таким образом игрок информируется о ценном хабаре на заказ. Но что примечательно, это же не единственный тайник в этом складе. Тут будет еще сейф, где будет валяться флешка с улучшением для экзоскелета Воля. Это один из лучших костюмов в игре. Он вправе конкурировать по многим показателям, в том числе по максимальному весу с экзоскелетом Алмаз. Найти его можно либо в продаже у Березы, и у меня было подробное видео про это, как его получить у Березы, либо же в тайнике в магазине книги в Припяти. Там легчайший тайник, его довольно просто обыскать. Проблема в том, что сейф находится прямо на пути следования Теслы, поэтому вам нужно быстро к нему подбежать, очень быстро обыскать и свалить оттуда, иначе вас просто ужалит аномалия. Даже если вы снимете артефакты с пояса, она все равно будет идти к вам, потому что вы будете стоять у нее на пути. Такой нюанс. Хороший тайник. Тут и патронов, кстати, так неплохое количество. И натовские могут заспавниться, и 45 АСР. То есть, в принципе, такой классный тайник. Пара гранат, пара аптечек. И это все помимо флеш. Также, как вы могли видеть, здесь могут встретиться пара бинтов и барвинок на одном из стеллажей. Ну а что остальное, то это энергетики, водка, вода, то есть провиант. Его тут очень много. Тут буквально весь склад завален деревянными ящиками. Их тут огромное количество. Я бы даже рекомендовал использовать гранаты для их разбития, но это если вам нужна еда, потому что ее и так в игре много. То есть если вы хотите прям зачистить на 100% эту локацию, торговый центр Припяти, то просто зашвыряйте этот склад гранатами, чтобы не попасть под действие Теслы. Потому что если вы будете там разбивать их или расстреливать, то вам придется останавливаться, а в это время аномалия может ужалить скифа. Поэтому лучше закидать гранатами, а потом уже обыскать все оставшееся. Ну это такое, тут медицины мало, как бы на стеллажах, в основном тут продовольствие. Но если судить по количеству лута на метр квадратный, то это одна из таких самых жирных подлокаций. Вот именно этот склад, потому что тут и РПГ, и 3 заряда к нему, и патроны к пулемету, 2 тайника, флешка для экзоскелета Воля. Но для того, чтобы открыть эту запертую дверь, вам нужно проделать несколько действий, подобрать ключ со стола в подземной части торгового центра, потом пройти в коридор рядом, открыть нужную красную дверь, убить полтергейста, подобрать синий ключ там, с помощью синего ключа открыть запертую дверь рядом с подземным частью торгового центра. И потом уже пройти к этой двери. То есть тут такая мини-головоломка. Не такая сложная, как в аграрном цеху, но видите, тут тоже надо включать правильную последовательность обыска.
Потому что будет как в моем случае, что мне пришлось еще помучиться. Я зашел не в тот коридор, и в итоге полтергейст донимал меня везде, где только можно, и это реально было адское испытание, потому что, ну, тебе приходится постоянно уворачиваться от предметов, а ты даже не видишь, кто в тебя их кидает. З хорошого в зоні тільки сигарета ввечері перед відбоєм. Вот такой торговый центр, 7 тайников и артефакт. Теперь в качестве бонуса давайте обыщем еще 2 тайника, которые не относятся к торговому центру, но мы можем забрать их по пути. Первый тайник за запертой комнатой в одной из 9-этажек Припяти. Там будет валяться еще одна флешка для экзоскелета Воля. На этот раз экранирующее покрытие. Обыскать этот тайник нетрудно, но там будет пара ловушек, в том числе стреляющий обрез. Поэтому важно открыть дверь, а потом сразу от нее отскочить. Вот прямо точно так же, как было с Ноем в Зове Припяти. Потом быстро отскакиваем от двери, а потом разряжаем обрез. Получаем еще халявное оружие себе в коллекцию. Тайник будет в мини-сейфе в железном шкафчике. Ну, помимо флешки там немного патронов и аптечек, но тут такое. Также тут еда и вот такой интересный журнальчик. Таких журнальчиков в игре много, их нельзя подбирать и читать, к сожалению. Как это можно было делать, например, в третьей Мафии. Но все равно так можно рассматривать. Тоже интересная обложка. Дань уважения времени. Такие советские журналы, они раскиданы повсюду. Также не забываем на выходе из этой 9-этажки забрать антирад, который валяется на тумбочке. Обрез валяется рядом со скелетом в туалете, прямо там. Потом следующая дверь, открываемая также с сюрпризом. Там рядом с ней растяжка, поэтому как только вы нажмете на F, сразу раздастся взрыв. Тоже нужно аккуратно из-за укрытия ее открыть, чтобы не пораниться. Совсем рядом по карте, также по пути к торговому центру, будет магазин «Восход». И вот сбоку от него валяется еще один тайник в дорожной сумке. Там спавнится граната, ну и совсем немного провианта. Также тут рядом с тайником, буквально в 10 метрах от него, находится интересная пасхалка, знаменитая пасхалка с летающей машиной, которая будто едет по стене здания. В прицел снайперского оружия легко заметно, но для этого нужна соответствующая погода, потому что ночью разглядеть что-то тут труднее. Вот такая интересная локация. Довольно жирная, но несколько уровней, поэтому будьте готовы к тому, что обыск может затянуться.